Всем привет, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. И сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы с вами будем делать этот яркий, сияющий, акцентный макияж, который точно не останется без внимания. Поэтому, мои дорогие, усаживайтесь поудобней, приятного вам просмотра. Ну а также я приглашаю вас в комментарии, обязательно пишите то, что вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем! Итак, друзья, мы с вами приступаем к самому основному этапу, с чего начинается любой макияж, это очищение и увлажнение кожи. В качестве очищения и дополнительного увлажнения я всегда использую тонеры. Мне очень нравится, как они балансируют кожу, как кожа становится еще более увлажненная и подсвеченная изнутри. Поэтому этот этап в уходе я не пропускаю никогда. Далее в качестве увлажняющего средства я буду использовать антиоксидантную сыворотку с витамином С. Мне очень нравится, как работает витамин С, как работают антиоксиданты. Это действительно очень увлажняет лицо, придает дополнительное сияние кожи просто изнутри. Кожа светится, кожа наполнена, кожа увлажнена. И вы знаете, это действительно 50% хорошего тона, когда мы поработали с кожей, когда она действительно очень напитана, очень увлажнена, дальше все средства будут просто ложиться идеально. На любые мероприятия тональное средство подразумевает собой некое такое более плотное покрытие, которое, во-первых, хорошо перекроет, будет держаться весь вечер и просто не сможет нас подвести. Я буду использовать тональное средство от Chic Velvet Cover Foundation в оттенке 101. Наносим тональное средство, хорошо его распределяем. Я всегда наношу тональное средство на веки и в зону под глазками. Не забываем про крылья носа, зону под губами, подбородок. И немного всегда заходим на ушки. Сегодня в качестве кремового скульптора будет продукт от Charlotte Tilbury. Я обожаю этот продукт. Конечно же, нам нужен с вами лифтинг-эффект, поэтому мы рисуем наши скулы чуть выше того места, где они есть на самом деле. Обязательно распределяем скульптор на веки, обязательно на лобик, на крылья носа и на подбородок. Тональным средством мы выравниваем кожу, тем самым делаем ее как чистый лист. А уже скульптором и румяшками мы добавляем лицу тени, при этом расставляем тени в нужных для нас местах. Помним, что у нас есть кисточка, которой мы наносили тон, поэтому любые моменты, которые нужно почистить, мы всегда берем эту кисточку и что-то почищаем. Поэтому я люблю наносить тональные средства и скульптор двумя разными кистями, чтобы всегда у меня была возможность что-то почистить. В качестве румян сегодня я буду наносить продукт от Chic в оттеночке 04. Это кремовые румяна, также обожаю с ними работать. Я вообще, в принципе, люблю кремовые текстуры, потому что они дополнительно увлажняют кожу, они дополнительно подсвечивают кожу изнутри, не создают никакой маски. Я использую эту же кисть, которая делала кремовую коррекцию. Все, устарел этот способ, когда мы наносим румяшки на яблочки, тем самым делая наше лицо еще шире, еще тяжелее. Все, девочки, теперь мы наносим румяна на скулы, точнее на зону выше скулы. Итак, начинаем вот такими прихлопывающими движениями. Также наносим и как будто сразу подтушевываем. Смотрите, как ушло лицо сразу вверх. Я также люблю наносить румяшки на глазки. Тем самым я добиваюсь красивого такого эффекта, понимаете, когда макияж это не только какие-то зоны накрашены, когда макияж это
В целом, то, что мы видим на лице, это образ, когда у нас эти цвета присутствуют в принципе по телу, тогда макияж смотрится очень гармонично. Нету никакого эффекта маски или чего-то неестественного, поэтому румяшками я практически также дублирую коррекцию. Наношу румяна на веки, также остатками кисти я прохожусь и наношу на выступающую часть лба, наношу немного на нос, также в зону тени, да, над складочкой верхней губы, также наношу под нижнюю губку, немного на подбородок. И заметьте, что я просто прикасаюсь, я немного остатками прохожусь и дублирую коррекцию. Я больше не набираю продукт, мне достаточно этого продукта. И посмотрите, какое сияние, какое свечение кожи. Я просто это обожаю. Я обожаю. Итак, следующий этап – это консилер. Консилером в данном макияже мы дополнительно высветлим необходимые зоны, при этом еще больше подчеркнем коррекцию и дополнительно подскроем синячки. Сегодня в работе я буду использовать консилер от бренда Saiem. Это достаточно плотный консилер, который аккуратно, хорошо ложится на кожу, плотненько перекрывает, при этом он достаточно увлажняющий консилер. Смотрите, я нанесла консилер ровно по моей зоне коррекции, да, синячка. Наношу консилер в зону крыла носа, наношу точечно под губу, также наношу на часть под скулой, чтобы высветлить, также наношу несколько точек вот сюда под глаз, чтобы убрать все падающие линии, на центр лба и на спинку носа. И сейчас, внимание, я беру кисть, которой наносили тон, и вот такими прихлопающими движениями я притаптываю мой консилер, при этом его растушевываю, но не захожу в ненужные мне зоны. Сегодня брови я буду оформлять карандашом от бренда Rilou. Это карандаш в оттенке Taupe 02. Это такой очень универсальный карандаш, и он как хорошая база подойдет очень многим девушкам со светлыми, с такими более светлыми и натуральными бровями. Также он подойдет девушкам с более темными бровями. Единственное, что нужно будет немного надавливать, да, на карандаш, чтобы получить более интенсивный цвет. Я начинаю проработку бровей с нижней линии, одновременно тушующими движениями. И перехожу буквально сразу на кончик, для того, чтобы не утяжелить мою бровь, а лишь ее подчеркнуть. Потому что тяжелые брови нам, девочки, с вами в макияже не нужны. И обязательно сразу расчесываю, чтобы, опять же, да, не пропустить момент, когда уже достаточно. Мы накрасили бровь. Немного подрисовываю еще начало себе. И я люблю пройтись по верхней части брови, но уже в хвостике. Начиная от наивысшей точки брови и ухожу в хвостик. Также одновременно подтушевываю.
Сегодня для новогоднего макияжа мы с вами выполним макияж глаз в технике смоки. Сегодня в качестве базы я буду использовать кремовые тени от бренда Moda Pop в 0,5 оттеночке. Кремовые тени мы наносим такой небольшой синтетической кисточкой, набираем на кисть, наносим на подвижное веко. Главное, чтобы ваш оттенок, ваш цвет был только на подвижном веке, не выходил куда-то в сторону виска, либо выше. И начинаем его тушевать. Мы тушуем этой же кистью, но остатками продукта, то есть больше продукта на кисточку я не набираю. И обязательно мы это делаем на открытом глазу. Не забываем пройтись по нижнему веку. Соединяя тушевку верхнего и нижнего века в уголочке глаза. Здесь мы берем уже чистую кисточку и дотушевываем, то есть смешиваем границу теней и кожи, тем самым уводя оттенок максимально в ноль, максимально в кожу. Вот такой эффект получается. Мне очень нравится. Напишите, как вам в комментариях, пишите, как вам наш промежуточный этап. Работаем с открытыми глазами, смотрим на себя обязательно прямо. Опять же, соединяем, да, соединяем веко верхнее и нижнее в точке, вот здесь. И подтушевываем. Мы использовали кремовые тени с сиянием, поэтому необходимо зафиксировать это сияние, а также его продублировать. Я буду использовать палетку от Yves Saint Laurent. Начинаю с серединки своего века и потихонечку прохожусь по всему веку, включая орбитальную линию при открытом глазу. И, девочки, такой момент: если у вас нависает веко, значит, в месте нависания вы должны прям поставить кисточку и немного углубить там цвет. Тем самым забрав часть века, которая нависает, в тень. Мы откроем с вами глазки, сделаем взгляд еще шире, закрепим тени. Кистью мы немного выходим в зону неподвижного века, распределяя сияние и распределяя выше тушевку. Также мы проходим по нижнему веку, не забываем про соединение верхнего и нижнего века и выводим все это по направлению к виску. В таком макияже просто необходимо проработать межресничку, прорисовать слизистую для того, чтобы макияж смотрелся законченным, для того, чтобы взгляд был более выразительным, более ярким и насыщенным. Поэтому я беру каял. Сегодня я его возьму в коричневом оттенке и проработаю межресничку и слизистую. Ну что, мои дорогие, я думаю, что вам уже видна разница. Посмотрите, я проработала верхнюю межресничку и верхнюю слизистую. Также сейчас я пройдусь по нижней слизистой, и мы сравним результат. Посмотрите, наш основной цвет, который мы растушевывали блесточками, сиянием, да, ушел просто в такую легкую дымку, потому что у нас появился акцент, затемненная межресничка, затемненная слизистая, что дает нам этот эффект смоки, что дает нам этот эффект дымки, и все это мы еще усилим ресничками. Тушь у меня сегодня от Lancome Idol, для меня это лучшая тушь в последнее время. Обожаю ее всем сердцем. Она прокрашивает реснички так, как мне надо. Все очень четко. Поэтому давайте приступим.
Ресницы нужно прокрасить очень плотно и очень густо. Это обязательное условие в макияже Smoky Eyes. Смотрите, я прокрасила тушью в 2 слоя, и насколько отличается взгляд, насколько он распахнут. Поэтому продолжим. У нас хорошо с вами получается. Ну что, мы с вами закончили работать с глазами, поэтому теперь, наконец-то, можно переходить к губам. И сегодня у меня будет невероятная красная комбо на губах, но как же в Новый год без красных губ? Поэтому мы берем идеально заточенный карандаш NYX. Ну, конечно, легендарный блеск от Rilou Paradise в оттенке 10. Невероятный, красивый, красный, классический, такой богатый цвет. Ох, который собирать будет много комплиментов на ваших губках. Красная помада не терпит ошибок. Ну что, контур готов, и сейчас настало время нанести ту самую красную помаду. И наш образ с вами практически готов. О, что это такое? Что это такое? Сначала очень аккуратно проходим до уголков губ, чтобы помада немного высохла и не растеклась. Ну что, вот такой липс у нас с вами получился. Ну что, друзья, макияж практически готов. Нам осталось сделать сухую коррекцию, такие финальные штрихи, без которых ни один макияж, естественно, не обходится. Для начала нам нужно зафиксировать макияж. Для этого я буду использовать пудру от бренда Chic. Вот такими воздушными движениями я набираю на кисть и наношу пудру для начала в зону под глаза. Пудра дополнительно будет выравнивать рельеф кожи, поэтому зона под глазками обязательно нуждается в коррекции пудры. Не забываем проходиться под подбородочком, немного припудрим лоб. И этого будет, в принципе, достаточно. Ну что, у нас остается моя любимая часть. Я буду использовать бронзер от бренда Revolution. Он такой тепленький. Бронзер мы с вами наносим по зонам коррекции. Набираем также пушистой кисточкой. И начиная со скул, дублируем коррекцию. Ухожу на ушки, на подбородок. Обязательно прохожусь по лбу, прохожусь остатками кисти по неподвижному веку и хорошо, так легонечко, вуальненько распределяю бронзер. Румяна сегодня будут по Езе. Вот в таком нежно-розовом оттенке, это оттеночек 45. Румяшки мы также набираем этой же воздушной кистью и легонечко, вуально наносим в ту зону, где наносили румяшки.
То есть мы работаем с верхней части скулы. Немного такими полирующими движениями уже работаю. Румяна с шиммером, поэтому дополнительно никакие хайлайтеры мы не наносим. В принципе, если есть необходимость, можно нанести. Но у нас все текстуры были с таким сияющим финишем, начиная от кремовых текстур, заканчивая сухими текстурами. Поэтому я думаю, что этого сияния в новогоднюю ночь будет достаточно. Естественно, наш образ дополнен аксессуарами, образ дополнен укладкой. Поэтому к встрече Нового года, мои дорогие друзья, мы готовы. Пишите в комментариях, как вам мой образ, как вам макияж. Пишите, что понравилось. Пишите о том, какие бы еще макияжи вы хотели бы видеть в моем исполнении. Ну что, друзья, до новых встреч. Всем пока-пока.